Всем доброго времени суток! Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля. Мой канал об узорах крючком. Рада приветствовать новичков и гостей на своем канале. Добро пожаловать! Заходите, не стесняйтесь, гуляйте по каналу, смотрите видео. Обязательно заглядывайте в плейлисты. Узорчиков уже очень много. Для вашего удобства они собраны в небольшие коллекции под названием плейлистов и находятся на главной странице канала. Также передаю большой привет своим постоянным зрителям, подписчикам, подписчицам, мастерам, мастерицам. Спасибо большое за ваши комментарии, за вашу поддержку, за ваши лайки. Я сегодня к вам с ниточками, вот с такой интересной палитрой, так, и с новым узорчиком. Напоминаю, вы берете пряжу любую, какая у вас есть, узорчики все универсальные, пробуйте, вяжите из любой пряжи. Один и тот же узорчик из разных ниточек смотрится по-разному. Возможно, в других ниточках данный узорчик вам понравится больше, поэтому пробуйте, самое главное правильно подобрать крючок. Итак, я расскажу о ниточках, с которыми работаю сегодня. Интересно будет особенно новичкам, да, кто еще не работал с ними. Итак, называются они Alize, Angora Gold. Смотрим дальше. В моточке 100 грамм, 100 граммах 550 метров. Что это за ниточки? По составу. Смотрите, 80% это акрил, 20% это шерсть. Так? И крючок нам советуют брать от двоечки до четверочки. Сразу же назову цвет. На камеру цвет передается намного ярче. То есть он немножечко поспокойнее. Смотрите, цвет 164. Я, в принципе, данную пряжу уже вязала крючком номер 3. Меня, в принципе, все устраивает. Так? Смотрите, я сегодня беру вот такую рабочую лошадку на контрасте, чтобы вам было узорчик видно. И троечка. Вы точно так же изучаете свою пряжу, подбираете крючок согласно рекомендациям производителя, а также своей плотности вязания, чтобы у вас все получилось. Ну что, свяжем? Итак, раппорт сегодняшнего узорчика равняется 8 петелек. Давайте я наберу, получается, 4 раппорта. Это 32 воздушные петельки и одну петельку дополнительно, чтобы узорчик ровно красиво закончился. Итого я набираю 33 воздушные петельки, а вы набираете, сколько вам будет удобно. Итак, все как всегда. В начале у нас идет петелька фиксации. При наборе петелек мы данную петельку не считаем. Помните, да? Теперь я набираю 33 воздушные петельки. Поехали. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 и 33. Вот мой будущий образец. Далее смотрите, что мы делаем. 3 петельки подъема. Раз, два, три. Отсчитываем от крючка пятую петельку. Раз, два, три, четыре, пять. Накид. В пятую петельку нырнули, вытянули ниточку и провязываем по 2 петельки. 2, 2, столбик с накидом. Накид. В следующую петельку по порядку в цепочке нырнули, вытянули ниточку, провязали столбик с накидом. Накид. В следующую петельку цепочки точно так же провязали столбик с накидом. И так вы шагаете до конца ряда, провязываете столбики с накидом. Сами себя контролируйте. Количество по итогу столбиков должно быть равно столько, сколько вы набрали петелек в цепочке. Угу. То есть несложно. И не забывайте, что первые 3 петельки, которые мы уже провязали с вами, да, вот эти вот, это имитация столбика с накидом. Считаем за столбик. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8 столбиков я уже провязала. Набрала я 33 воздушные петельки. Помните, да? Значит, у меня должно получиться 33 столбика, ни больше, ни меньше. Все, а вы контролируйте себя, сколько вы набрали петелек, столько у вас должно получиться столбиков. Несложно. Давайте самостоятельно до конца ряда, и в конце ряда встретимся. Так, смотрите, вот мы провязали наши столбики, все ровненько, аккуратненько. Далее делаем 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. Теперь смотрите внимательно. Делаем накид и пропускаем 2 столбика. Раз, два. В третий столбик мы ныряем, вытягиваем ниточку и провязываем, смотрите, удлиненный столбик. Вот таким вот образом. 1 петелька, 2, 2. У нас так вот наклонился наш столбик, видите? Воздушная петелька, накид. И возвращаемся вот к первому столбику, который мы пропустили. Видите, раз, два. Вот к первому. Предлагаю вернуться вот так вот сзади. Мне кажется, так будет удобнее. Видите?
захватились за верхушечку, вытянули ниточку и точно так же. 1 петелька, 2, 2. И у нас с вами, смотрите, получился вот такой вот незатейливый крестик. Идем дальше. Воздушная петелька. Смотрите, мы должны пропустить один столбик, так? И дальше 2 столбика в крестике. Раз, два. То есть итого 3 столбика. Поняли? Раз, два, три. В 4. Нырнули и провязываем точно такой же столбик. 1 петелька, 2, 2. Воздушная петелька. И возвращаемся. Раз, два. Поняли, да? Делаем вторую ножку нашего крестика. И провязываем точно так же. 1 петелька, дальше 2, 2. И у нас уже сформировался второй крестик. Видите? Вот, 2 крестика. Опять точно так же воздушная петелька, так? И согласно воздушной петельке, вот один столбик пропускаем, а затем следующие 2 столбика крестика. Итого 3 столбика. Поняли, да, принцип? Раз, два, три. В 4. Нырнули и провязали первую ножку нашего крестика. Воздушная петелька. Вернулись. Раз, два, вот, да, на 2 столбика. Во второй столбик, оп, нырнули и провязали еще один столбик. Такой вот удлиненный. Все, и у нас такие вот крестики получаются. Вот, и вот так вот шагаем до конца ряда, поняли? Крестики провязываем, ничего сложного. Все, давайте до конца ряда самостоятельно, а в конце ряда я вас встречу. У вас получится. Так, смотрите, вот наши крестики практически готовы. Помните, мы начинали ряд 3 петельками подъема. Так, это имитация столбика с накидом. Так, 3 воздушные петельки, поэтому мы заканчиваем ряд столбиком с накидом. Просто некоторые пишут, почему вы начинаете петельками воздушными, а заканчиваете столбиком. Вот потому что, да? Итак, смотрите, накид. Вот у нас были 3 петельки подъема, в 3-ю петельку нырнули и провязываем столбик с накидом. Поняли? Все, ряд наш закончен. Далее воздушная петелька, поворот. Сюда же в верхушку этого столбика мы провязываем столбик без накида. Далее 3 воздушные петельки. Раз, два, 3. Смотрите, вот наши крестики. Крестик, крестик, да? Между ними воздушная петелька. Помните, мы делали? Так вот, работаем с этой воздушной петелькой. Накид. Смотрите, ныряем аккуратненько в петельку. Постарайтесь, пожалуйста. И вытягиваем вот так вот ниточку, не провязываем, держим на крючке. Раз, накид, сюда же. 2, накид, сюда же. 3. Провязали все петельки на крючке до 2 петелек и потом 2 петельки зафиксировали вместе. Вот такой пышный столбик. 3 воздушные петельки. Раз, два, 3. Накид. Возвращаемся сюда, в эту же петельку. И провязываем точно такой же пышный столбик. Подтянули ниточку. Раз. Накид сюда же. 2. Накид сюда же. 3. Все вместе провязали до 2 петелек на крючке и 2 петельки вместе. Второй пышный столбик. 3 воздушные петельки. Раз, два, 3. Накид. Опять вернулись сюда же. Вытягиваем ниточку. Раз, два, 3. Все вместе провязали и 2 петельки зафиксировали. И у нас с вами сформировался вот такой вот интересный веерочек из пышных столбиков. Идем дальше. 3 воздушные петельки. Раз, два, 3. Переключаемся, смотрите, крестик пропускаем. И вот в следующую, получается, арочку. Точно так же. Желательно попасть именно в петельку. Мне кажется, так будет вязание аккуратно. Так. И вот такая красота у нас по итогу получается. Ну, а далее просто повторение. То есть опять провязываем 3 воздушные петельки. Раз, два, 3. Накид. Опять, видите, крестик, крестик. И между ними получается воздушная петелька. Вы, конечно, можете провязать и в арочку, да, если не позволяет крючок, пряжа, зрение. То есть глаза не ломайте, провязывайте в арочку. Но просто такого именно эффекта собранных лепесточков не получится. В общем, поэтому предлагаю именно в петельку. В петельку ныряем и провязываем 3 пышных столбика. Подтянули ниточку. Раз. Накид. Сюда же нырнули. 2. Накид. Сюда же нырнули. 3. Все вместе провязали до 2 петелек и затем 2 петельки вместе. Пышный столбик готов. 3 воздушные петельки. Раз, два, 3. Опять сюда же в эту же петельку нырнули. Вытянули ниточку. Раз, два, 3. Провязали, зафиксировали. 3 воздушные петельки. Раз, два, 3. И последний, третий раз сюда же в петельку нырнули.
Раз, накид, 2, накид, 3. Все вместе провязали и зафиксировали. Видите, еще один такой интересный веерочек. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Вот, крестик пропускаем. Следующая арочка из одной воздушной петельки. Стараемся именно в петельку. Вы можете и в арочку провязать столбик без накида, да? Но я буду как бы рекомендовать и провязывать непосредственно в петельку. Столбик без накида. Вот. И вот так вот шагаете до конца ряда. Пышные столбики вы можете делать, конечно, и 5 накидов, 5 петелек, и 6, и 7, и 10, сколько захотите. То есть будет пышный столбик более эффектный, но пряжи кушает, конечно, много. Поэтому смотрите, как вам будет лучше. Поменьше петелек, либо побольше. Все, давайте самостоятельно до конца ряда, и в конце ряда встречаемся. Так, смотрите, вот наши веерочки провязали практически до конца ряда, как мы заканчиваем ряд. Точно так же, после последнего пышного столбика провязываем 3 воздушные петельки. И смотрите, вот у нас здесь 3 воздушные петельки подъема были в предыдущем ряду. Мы в третью петельку ныряем и провязываем столбик без накида. Все, ряд наш закончен. Далее 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Поворот. Далее накид. Смотрите, вот наша арочка из 3 воздушных петелек. Мы в эту арочку ныряем и провязываем столбик с накидом. Есть. Далее воздушная петелька. Теперь будьте внимательны. Вот у нас идут 2 арочки. Первая, вторая. Так? Мы делаем накид и вначале во вторую арочку ныряем, вытягиваем ниточку и провязываем. 1 петелька, 2, 2. Воздушная петелька, накид. Возвращаемся к первой арочке, но тоже вот так вот сзади, да, за столбиком. В арочку нырнули, вытянули ниточку и провязываем. 1 петелька, 2, 2. И мы опять сформировали вот такой вот крестик. Идем дальше. Воздушная петелька. Теперь смотрите, опускаемся ниже. Вот наш столбик без накида, перед ним арочка и после него арочка. Так вот мы в начале, та арочка, которая идет после, мы в нее ныряем и провязываем. 1 петелька, 2, 2. Так, воздушная петелька, накид и возвращаемся вот к этой арочке, которую пропустили, и провязываем точно так же столбик с накидом. 1 петелька, 2, 2. Еще один вот такой вот интересный крестик. Угу. Вот, идем дальше. Опять воздушная петелька. И точно так же, вот 2 наши арочки между пышными столбиками. Вначале мы провязываем во вторую арочку 1 петелька, 2, 2, воздушная петелька. Возвращаемся в первую арочку. И провязываем точно так же. 1 петелька, 2, 2. Если вы внимательно посмотрите, то вы заметите, что мы с вами точно так же провязывали наш первый ряд. Да? То есть у нас также был крестик, воздушная петелька, крестик, воздушная петелька. Точно так же и здесь просто получается как в шахматном порядке. Все, несложно. Давайте до конца ряда вот таким же образом самостоятельно. В конце ряда встречаемся. Угу. Давайте, у вас получится. Так, смотрите, вот что у нас по итогу получается. Вот такие интересные крестики. Помните, мы начинали ряд 2 столбиками с накидом. Так? Точно так же заканчиваем ряд. В арочку столбик с накидом. И затем в столбик без накида предыдущего ряда тоже столбик с накидом. Все, ряд наш закончен. Далее 3 петельки подъема. Раз, два, 3. Имитация столбика с накидом. Поворот. Теперь смотрите, накид. Вот у нас был столбик сразу же. Мы ныряем в верхушечку и провязываем столбик с накидом. Далее, смотрите, у нас арочка из 1 воздушной петельки. Если есть возможность, то вы ныряете непосредственно в воздушную петельку, которую вы здесь сделали, и провязываете столбик с накидом. Так будет поаккуратнее. Если такой возможности нет, просто ныряйте в саму арочку. Далее, крестик идет. Вначале в первую ножку столбик с накидом, в арочку, опять же, либо вот так вот в арочку, да, вы провязываете столбик с накидом. Вот такая картина будет, видите? Либо провязывайте в петельку. Как бы мне нравится больше в петельку. Процесс, конечно, чуть подольше будет, но мне кажется, чуть поаккуратнее. Если позволяет глаза, позволяет крючок, позволяет зрение, да, позволяет ниточка, то вы провязываете непосредственно в петельку. Идем дальше. Следующая ножка крестика, столбик с накидом. Опять воздушная петелька между крестиками. Точно так же, либо в арочку, либо непосредственно в петельку.
столбик с накидом. То есть ваша задача все столбики и все воздушные петельки в этом ряду провязать столбиками с накидом. То есть ничего сложного. Понятно? И вот так вот шагаем, провязываем. Все очень просто. Весь ряд столбиками с накидом. Угу. Вот такая картина у вас будет получаться. Все, давайте самостоятельно до конца ряда. В конце ряда встречаемся. Так, смотрите, вот наши столбики, все ровненько, аккуратненько, и мы закончили ряд, да? Помните, у нас тут тоже были 2 столбика, мы точно так же их провязали. Далее 3 петельки подъема, 1, 2, 3, поворот, накид. Смотрите внимательно, сейчас пропускаем, получается, 2 столбика, 1 столбик, 2 столбик, и в 3 столбик ныряем и провязываем столбик с накидом. Смотрите, 1 петелька, 2, 2. Воздушная петелька и возвращаемся, да, 1 столбик, 2 столбик. Вот к этому столбику я захожу вот так вот сзади за столбиком и за верхушечку беру и провязываю столбик с накидом, как мы провязывали непосредственно наш крестик. Помните? Вот после столбиков был крестик. То есть сейчас мы будем с вами провязывать точь-в-точь такой же ряд. Вот наши столбики, крестики, крестики. Дальше будут веерочки из пышных столбиков и опять крестики. Поняли, да? То есть раппорт узорчика 4 ряда. И дальше идет только повторение. Для тех, кто умеет вязать по схемке, я сюда прикладываю схемку. Вы будете провязывать точно так же. Получается, столбики мы уже с вами провязали. Столбики, крестики, веерочки, крестики. Столбики, крестики, веерочки, крестики. Столбики, крестики, веерочки, крестики и так далее. Вот, смотрите схемку, сами себя контролируйте. Для тех, кто не умеет вязать по схемкам, посмотрите. Мы уже все элементы с вами провязали. Вы убедитесь, что это очень легко. Вы увидите, где воздушные петельки, где пышные столбики. Вяжите, контролируйте себя. Встречаемся через несколько рядочков. Договорились? Давайте самостоятельно, у вас получится. Так, смотрите. Вот что у меня получилось. Вот такая по итогу красота. И с одной стороны, смотрите, пышные столбики, вот эти веерочки, выглядят более выпуклыми. Я так понимаю, что за счет таких вот крестиков, да? Узорчик, конечно, двусторонний, но с другой стороны все выглядит просто ровненько, видите? То есть выбираете сторону, которая вам больше всего нравится. Такая будет у вас лицевая. Но мне кажется, вот как по мне, да, вот когда пышными столбиками, вот здесь более симпатично. Вы смотрите, конечно, как у вас получится из ваших ниточек, так? Пока я вязала, я подумала, что, возможно, именно здесь вот над веерочками делать столбики обычные с накидом, не удлиненные. То есть здесь удлиненные, а здесь обычные. Но все равно оставила так, как изначально я провязывала, мне так больше понравилось. В моем случае вот так вот узорчик чуть-чуть тянется из моих ниточек. И вот так вот, конечно, тянется. Ну, в первую очередь я вижу где? Палантин, да, накидочки. Если пышные столбики будут красиво смотреться из летних ниточек, то это парео пляжное, да, топики, маечки, почему бы и нет. Не забываем, что узорчик мы можем поворачивать. Возможно, вот так вам понравится, возможно, вот так вам понравится. То есть вы найдете применение, так. Возможно, это будет подкладка, и, естественно же, это будет сумочка. Почему бы нет? Да? Возможно, летняя, возможно, не летняя. Смотрите, пробуйте, вяжите полиэфирный, полипропиленовый шнур, из чего вы будете вязать. Пишите в комментариях, если вы вязали данный узорчик, что вы вязали им. Ну, а если не вязали еще данный узорчик, подбрасывайте идейки. Новичкам будет интересно. Итак, давайте замерим мою сегодняшнюю красоту. Допустим, моя пряжа, мой крючок, моя плотность вязания, да, то есть сколько у меня это получается. Это получается вот здесь вот, ну вот 16 сантиметров, прям впритык. Ну а здесь получается у меня 1, 2, 3 раппорта по 4 ряда. Это получается 12 рядочков. И это у меня, смотрите, 13,5 сантиметров. Как вам? Здорово? Я думаю, да. В копилочку узорчиков. Не обязательно одним узором что-то вязать. Можно его скомбинировать с чем-то, да. Может быть, у вас будет интересный кардиганчик вот с такими ажурными кармашками. А может быть, это будут рукавчики у какой-либо кофточки, да. Можете переворачивать, крутить, вертеть узорчик. В общем, вы большие дизайнеры. Я думаю, что вы справитесь. Как вам сегодняшнее видео? Я надеюсь, что понравилось. Не забывайте ставить лайки. Обязательно подписывайтесь на канал, кто этого не сделал. Впереди много новинок. Нажимайте на колокольчик, самый верхний темненький. Вам будут приходить уведомления о новинках на канале. Вяжите с удовольствием. Всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.